приехали мы из такого славного города, как Москва. Вот, и, соответственно, здесь наиболее подходящие условия для его реабилитации. Отдых на Красном море имеет ряд неоспоримых преимуществ. Сразу открою основной целительный секрет здешних мест. Теплый и сухой климат приводит в порядок обмен веществ. Благотворно влияет на состояние нервной системы, сердца и сосудов, а также почек, бронхов, верхних дыхательных путей. После отдыха в Египте люди долго не болеют простудными заболеваниями и гриппом. Хотите? Проверьте на себе. Египет, к тому же, подлинный рай для астматиков и аллергиков, страдающих сенной лихорадкой. Здесь, если и есть растительность, способная вызвать аллергию, то все равно морской ветер уносит прочь зловредную пыльцу. Также египетский климат очень полезен для тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И вот чем вы занимаетесь с ним каждый день? Вот это разные направления занятий. Прежде всего я бы разделил это физические реабилитация, физическая подготовка. Второй момент – это развитие его головных каких-то способностей, речевых способностей. Вот. И третий момент, не очень важный, это общение. Находясь здесь, есть возможность как можно больше задействовать его возможности или возможности других людей, расширение его кругозора. Как влияет море? Я видела, что вы плаваете каждый день, по сути. Одно из основных факторов, которые, скажем так, привело именно нас сюда, это возможность круглогодично быть на солнце и на воздухе. Чем больше он находится на воздухе, чем больше движения, значит, тем больше пользы это ему приносит. Ну и море, соответственно, в том числе. Вот, море. Море одно из основных, по моему мнению, терапевтических, будем говорить, средств, которые помогают преодолеть различные нарушения двигательного аппарата, даже психико-эмоционального аппарата. Вот это море. Прекрасное египетское солнышко подарит вам здоровье, красоту и чудесное настроение. Но и с ним надо быть тоже осторожным. То есть есть же какие-то нарушения, которые нельзя находиться на солнце. Это очень серьезная вещь. Я знаю таких людей, у которых, дети знал, по крайней мере, слышал, которым нельзя вообще находиться на солнце. Есть такие формы различных нарушений. Поэтому, если это не запрещается врачами, диагнозом, то, соответственно, это одна из основных рекомендаций – это море. А вот как начинается ваше утро? С подъема, прежде всего, утро начинается с подъема. Вот. Но совершенно разные бытовые возможности. Вот. Если когда я нахожусь не на море, а в Москве, дома, то утро начинается с воды. Прежде всего вода. Здесь воздействие на окончание нервной системы за счет также разницы холодной воды и теплого воздуха идет. Это очень важно. Вот. Дома для этих целей используется простое обливание. Холодная вода, горячая вода. Не ледяная, естественно, а та, которая прохладная. Это очень важно. Момент, который я всегда начинал или начинаю, если мы находимся на зимней квартире, вот так скажем. Вот. Ну а затем завтрак и различные по плану действия, которые включают в себя поход на море, занятия. Вот видите, на какой хорошей площадке мы находимся, которая позволяет выполнять различные упражнения. Так, а вот вы еще говорили, что работаете с логопедом, да? Это уже более серьезный процесс, да? Если разделить какие-то действия по реабилитации, но нужно понимать, что это физическое какие-то действия,
которые, скажем так, мышечный, костный аппарат реабилитируют, вот, или развивают. Второе действие – это обязательно мы должны развивать умственные способности. Вот как раз этим занимается логопед-дефектолог, потому что развитие каких-то мозговых центров и дает развитие речевого аппарата и расширяет его возможности. Вот. И третье – это психиатрические действия. То есть также есть люди, специалисты, которые занимаются социальной адаптацией, вот, приведение его психических, эмоционального состояния, ну, скажем так, в развитие, в норму. Вот это тоже вот три направления, которые, я скажу, без них не обойтись никак. Ага, то есть физические упражнения каждый день, правильно я понимаю? Обязательно я не скажу, это зависит от конкретного человека. Вот, но то, что физическая подготовка и физические упражнения должны быть, это обязательно, каждый день. Причем не обязательно это должен делать какой-то специалист. Это может сделать любой человек, заинтересованный в этом, если он хочет что-то сделать для своего, скажем так, ребенка. Самые любые простые движения это может сделать всякий. Без изучения каких-то внутренних составляющих, для чего они нужны, как. Простейшие движения есть, которые может любой, там, бабушка, дедушка, родитель, брат, сестра помочь выполнить нуждающимся, так скажем, ребенку. Вот простейшие. Но опять же, эти упражнения зависят, их очень много. И они зависят конкретно от конкретного ребенка. Ну или взрослого, потому что неважно, ребенок это или взрослый, реабилитационные мероприятия практически одинаковы для всех. Псориаз, кстати, интересное заболевание, которое очень трудно подлежит вылечиванию, но в Египте очень сухой климат. Вот, и здесь этот псориаз нивелируется, уменьшается его вот, резкие всплески. Ну, к примеру, это остальные все, никаких, в общем-то, кроме, как я уже говорил, редких каких-то диагнозов и заболеваний не воспрещается. Дефектолога зовут Елена Петровна. Вот, кстати, да, что нам повезло и что очень трудно, не только здесь, но и в Москве, это найти хорошего специалиста, именно логопеда-дефектолога. Очень, может, они есть как специалисты, но заниматься с такими детьми нужно иметь определенное призвание. Это очень сложно в плане для доктора, скажем так, или методиста, в плане эмоционально-психического своего состояния. Вот. С другой стороны, нужно найти подход каждому ребенку, с какими они занимаются. Это очень сложно. Смеется. В Москве это сложно, а здесь неимоверно сложно, но нам повезло. В этом плане здесь исключительно изумительный врач. Могу это сказать с полностью уверенности, с высоты своего опыта, так скажем. То есть я так понимаю, что вы еще планируете написать книгу, верно? Не знаю пока. Да? Может быть, когда-нибудь напишу. Ага, то есть вы так настолько владеете информацией. Я владею своим опытом. Опытом. Я так понимаю, что у вас такое тело спортивное, то есть вы, так скажем, с физкультурой на «ты». Можно сказать, да, Да? с детства. С детства? Чем Да. занимаетесь? Ну, разными видами. Да. Но у вас такое очень красивое тело. Ну, так спорт всю жизнь, поэтому Да, да. меньше лежать на пляже, больше двигаться. Больше двигаться. Вот кредо. Меньше сидеть, больше двигаться. Ходить, гулять, спорт. Да. То есть, что вы еще хотели сказать? Ну, все сказали. Ну, главное работать, стараться работать, не бросать, идти вперед, быть упорным, не закрывать глаза, советоваться и вот заниматься, несмотря ни на что. Вы еще говорили про моржечек. Там, помните, вы мне говорили про моржечек? Ну, это уже тонкости.
Это очень большие тонкости и зависит, говорю, при выборе различных упражнений для конкретного человека, для конкретного, ну, реабилитируемого. Так. Я сама тоже очень долго работала тренером по лечебной гимнастике, по пилатесу. И вот очень много лет я тренировала девушку с ДЦП. Девушка на тот момент была 17 или 18 лет. Вот, она даже училась в институте, прекрасно владела английским, но родители с ней так серьезно работали с детства, то есть там врачи приезжали домой и всякие специалисты. Мы тренировались 3 раза в неделю, и эти тренировки я расписывала так, чтобы во время одного занятия задействовать как можно больше мышц. Допустим, большие группы мышц и маленькие. Ну, например, там спина и ноги. То есть прорабатывалось все максимально так детально и переднюю часть, и заднюю часть, широчайшие мышцы, то есть все вот эти мышцы кора, которые тоже очень работают в пилатесе. За что уважаю хирургов? За то, что они смотрят вовнутрь, в каком состоянии находится позвоночник, потому что можно лечить любой орган, но если у вас позвоночник в таком непонятном состоянии, то вы ничего не вылечите. Сначала нужно смотреть, в каком состоянии позвоночный столб, потому что если где-то нарушается иннервация определенных органов, то понятно, пока вы не устраните вот эту проблему, то пейте таблетки сколько угодно, но ничего не поменяется. Поэтому я вам всем рекомендую делать правильную гимнастику дома каждый день. 5-10 минут, кто может 15, со спокойной музыкой. Если вы втянетесь, вы начнете получать удовольствие от этого, и вы будете себя совершенно по-другому чувствовать, потому что ходьба, она задействует очень мало мышц. Почему люди начинают болеть? Самый основной момент – это застой лимфы. И застой лимфы разгоняется как? Он разгоняется гимнастикой, физкультурой, серьезными упражнениями. Повторюсь, ходьбы недостаточно, поэтому нужны именно упражнения разнообразные на все группы мышц. Возможно, когда-нибудь, если у меня появится время, я бы для вас создала вот эти комплексы упражнений, чтобы вы тоже могли тренироваться дома, вот так вот включить мое видео и каждый день делать гимнастику. Я бы очень, конечно, хотела, но сами знаете, как у меня со временем. Но в данный момент у нас очень много информации на эту тему, и можете открыть в YouTube видео, там, например, лечебная гимнастика, там, для позвоночника, для суставов, или там просто такая легкая физкультура. Вот и занимайтесь и все время прислушивайтесь к своему организму. Если вы, допустим, чувствуете боль, значит, вы это упражнение не должны делать. То есть вы его сделаете, но немножечко попозже. Я всегда говорила своим людям, с которыми я работала, что вы не должны терпеть боль. Вы должны быть максимально погруженными в свой организм, чтобы вы чувствовали свои мышцы, свое дыхание, как работают ваши системы в то время, когда вы занимаетесь пилатесом там, или лечебной гимнастикой. Вот, поэтому тренируйтесь, приезжайте оздоравливаться в Египет обязательно. Видите, здесь сколько всяких болезней проходит, и кожные заболевания, и эпилепсии, и улучшается состояние организма с болезнями в опорно-двигательном аппарате. Вот такая прекрасная страна, прекрасный климат, фрукты, море, солнце каждый день. Так что вот так. Могу вам помочь с переездом, приезжайте. Все координаты под видео, пишите, звоните, дорогие подписчики. И да будет вам счастье. Пока-пока. До скорых встреч в Египте. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.